Stream Elements Bot Running. Да, да. Так, начинаем стрим. Начинаем, как всегда, с небольших косяков. Видео отвалилось, теперь опять нашлось. И новый рекламщик. А с этой рекламы выхлоп будет. Конечно. Я, например, уже 100 рублей получил. А получишь ли ты? Все зависит от того, что написал, как написал. И смысл в том, что ты написал. Ну да ладно. Вопрос, который касается меня лично, это почему вопрос можно задавать разными способами. Поясняю. Вот, допустим, на Ютубе, в других соцсетях задать можно вопрос, перейдя по ссылке на fantalks.io или на Donat.stream. И тот, и другой донатные сервисы. То есть, чтобы задать вопрос, нужно заплатить денежку. Но если вы уже подписчик, вы уже заплатили денежку. Если я имею в виду, если вы уже подписались на Бусти. Ну и в чем смысл тогда собирать два раза за одно и то же? Смысла в этом нету. Поэтому либо вы, если вы хотите задать один вопрос и все, и не одним больше, воспользуйтесь донатным сервисом. Если вы уже подписались на Бусти, можете задавать сколько угодно вопросов в течение месяца. Для этого вам надо просто написать комментарий. К слову сказать, проверим, как у нас работает чат на Бусти. Проверка. Проверка. На Бусти нормально все пишет.
Но что-то как-то... Тест. На YouTube тоже пишет. То есть, если хотите что-то написать, просто заходите и пишите. Может быть, это прочитается, может быть, нет. Точно прочитается только то, что с Бусти приходит. Ну, в общем, смысл остается все тем же самым. Чтобы задать вопрос и гарантированно получить на него ответ, нужно заплатить денежку. Если вы подписчик на Бусти, значит, вы уже заплатили. Значит, вы можете задавать сколько угодно вопросов, предлагать какие угодно темы и так далее и тому подобное. Если вы не являетесь подписчиком и не хотите им становиться, тогда для вас две ссылки. Одна ссылка Донат Стрим, другая Фанток. Донат Стрим высветится здесь на экране. Фанток упадет мне на почтовый ящик. Как-то оно вот так. То есть для каждого свое. Ну а теперь переходим к вопросам, которые вы уже нас задавали. Если честно, сегодня стрим вообще хотел не проводить, забить на него. По причине того, что вопросы наприсылали. Петушарий обвиняет в том, что Кристина Потупчик сняла ролики и выложила их где-то там. Все эти ролики показывают, какие бедные россияне, и единственный способ поесть сосисок – это записаться добровольцем на специальную войсковую операцию. Патриоты кричат: это все не так, это все ЦИПСО. ЦИПСО, это все не так, это все свои ваши. Я вот одно не пойму. Сняли ролики, хорошие ролики. Да, не подпадают под повестку. И чего? Всех актеров уже вычислили, все москвичи или около этого снимали у нас, все здесь. Да какая разница, кто этот ролик снял, эти? Пользуйтесь тем, что есть. А не стоит там кричать, вещать. Если честно, вот здесь я вообще не понимаю, о чем вообще идет речь. Ну, сняли. Не нравится, не нравится. Напиши им, этот ролик мне не нравится. Все. Какая разница? Показывают то, что люди бедные есть. Они есть. И ничего с этим не поделаешь.
Как-то оно вот так и выходит. Следующий вопрос – это вопрос от ленивых людей. Дмитрий Анатольевич Медведев, председатель Совета Безопасности местного, приехал в Китай, и в Китае его встретили двумя флагами. Один флаг красный со звездочками, то есть флаг Китая, другой флаг с серпом и молотом. И какие-то имбецилы начали кричать: смотрите, они флаг СССР повесили. Вот само видео. Да, на самом деле. Флаг СССР. А если немножко погуглить, то выясняется, что у СССР такой же флаг, как и у Коммунистической партии Китая. И никаком СССР речи нет, не было и в ближайшее время не планируется. Просто есть люди, которые считают, что ага, вот это оно. Другие уже посчитали, что вот смотрите, китайский Си только с президентами общался, а тут какой-то по безопасности приехал. Ну, например, надо было что-то передать. Не в том плане принести что-то, а, например, планируем сделать это и это, ждем с вашей стороны то-то, то-то и то-то. Переговоры прошли, все нормально. Теперь посмотрим, что будет в новом году. И будет ли он на Украине Новый год. Ну и в завершении третий вопрос. Даже не вопрос. Укр всегда укр. Возьмите любого украинца, который вдруг резко посчитал, что он русский. И посмотрите сами. Вот взял, выключил таймер. Вместо визита из Китая. Ну да ладно. Ну а к вопросу. Есть то, что выгодно. Одни украинцы посчитали, что им выгоднее быть русскими. Потому что здесь всякие плюшки дают. И все тому подобное. Как только плюшки закончатся, они сразу же вспомнят, что они украинцы. И все. Как ни крутя, придется все полностью зачищать. Как бы не хотелось кому-то и дальше позиционировать как предводителем воинов-освободителей. Но в любом случае, стрим сегодняшний получился короткий, бестолковый, совсем ни о чем. И поэтому все. Киносериальную часть
Сегодня поговорим про один отечественный сериал «Конец света» и про импортное кино «Амстердам». Не то, которое старое, а свеженькое, 22 года. «Конец света». Если коротко про сюжет, выясняется, что сатана заезжал на землю, и у него растет сын. И вот надо этого сына сделать готовым к апокалипсису. Должен открыть, разверзнуть врата ада, то сё. А мальчик не хочет. И вот эти вот пустые разговоры, надо, не надо, то все хорошие, плохие. Весь сериал. Смотреть его, если больше нечего делать. При этом смотреть сериал все равно интересно, хотя муть мутная, не знаю как что. Что касается фильма «Амстердам». Амстердам. Ну, во-первых, актеры. Роберт Де Ниро все знают. Кристиана Бейла знают. Джона Вашингтона, не того, который на долларах, тоже знают. Практически все актеры известны. Но сюжет... Значит, один доктор попал служить в Первую мировую войну в какой-то полк, где кроме него еще 1001 негр служил. Попал брат, медбрат. Договорился с одним папуасом, что типа ты меня прикрываешь, а я тебя защищаю. И с тех пор прошло больше 10 лет, вот они дружат, мирят. Негр стал частным детективом, а Кристиан Бейл начал помогать ветеранам скрывать шрамы, вставлять стеклянные глаза и всякое прочее тому подобное. Один полковник вместе с ними служил и вдруг умирает. И негры попросили расследовать. Не мог, типа, он сам помереть. И все такое прочее. Начали расследование. И выясняется, что в 30, ну, на данный момент в фильме 33-й год идет. И коммерция решила устроить переворот, скинуть президента Америки Рузвельта и поставить своего канцлера. Ну, тоже фашизм, только на коммерческой основе. И вот фильм начинается, а потом раз и заканчивается. Смотреть интересно, но ты ждешь все, вот сейчас вот это завязка, а потом раз и конец фильма. И вот так вот получилось, что и подкаст сегодня никакой, и фильмы сегодня тоже никакие. Увидимся через 4 дня. Всем пока.
Наверное, как-нибудь все пройдет как и надо.